Путин отправляет послание Западу. Следующий залп будет ядерным. Орешник показали миру ударом по густонаселенному району. Масштабный обстрел жилых кварталов городов-миллионников. Покушение на главного оппозиционера. Взрывчатку бросили прямо в голову. Удалось ли выжить? Чья это месть и что будет дальше? Президент объявляет войну соседям. С чем или с кем собирается бороться глава государства на территории чужой страны? Протесты перерастают в революцию, люди идут на штурм правительства, а лидер из бункера вещает о внешних врагах. Ничего не напоминает? Войска и военная техника на улицах крупных городов. Жители радостно приветствуют солдат. Что происходит и к чему готовится режим? Об этих и других самых главных событиях вечера пятницы 9 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Эта ночь была отмечена не просто очередной комбинированной атакой. В потоке дронов и крылатых ракет выделилась одна очень важная вещь. По Украине снова прилетела баллистика средней дальности. Та самая, которая меняет ощущение времени, потому что счет идет уже на минуты. Сотни беспилотников, ракет и даже пресловутый «Орешник» Россия запустила по территории Украины всего за один вечер. В силах обороны подтвердили удар по Львовской области ракетой средней дальности, предположительно запущенной с полигона Капустин-Яр в Астраханской области. В украинских сообщениях этот эпизод прямо связывают с «Орешником», а российская сторона подает его как ответ на историю про атаку на резиденцию Путина на Валдае. Правда, больше похоже на месть за задержанные американскими военными нефтяные танкеры Теневого флота. По данным воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 января Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, применив 278 средств воздушного поражения. В небе зафиксировали 36 ракет, 242 беспилотника разных типов, включая «Шахеды» и «Герберы», баллистические «Искандеры» и крылатые «Калибры», а также одну баллистическую ракету средней дальности, похожей на «Орешник». Украина срочно созывает Совет Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО и инициирует консультации в Евросоюзе, Совете Европы и ОБСЕ. Если военный преступник Путин думает, что может заставить украинцев принять его ультиматумы бомбардировками, он ошибается. Такие атаки только сплачивают наш народ и делают его более решительным в противостоянии агрессии и террору. Реакция международная точно должна быть, ведь один из российских дронов повредил здание посольства Катара в Киеве. Об этом сообщил президент Украины. Это своего рода предупреждающий сигнал не только для Украины, но и для остальной Европы, учитывая передовые технологии, которые были использованы в этой атаке. Очевидно, мы говорим о гиперзвуковой ракете, которая способна проходить даже через самые современные системы ПВО. У Европы есть немного инструментов против такого типа угрозы. Это система Arrow 3, которая недавно развернула Германия. Вероятно, одна из немногих таких систем. Кроме того, мэр Львова пишет в своем телеграм, что в селе Рудно Львовской области сработала автоматическая система безопасности, транспортировка газа была заблокирована. Основным направлением атаки были таки Киев и Киевская область. Для отражения удара привлекали авиацию, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы. К утру ПВО по сводке воздушных сил нейтрализовало 244 цели, но при этом зафиксированы попадания 18 ракет и 16 ударных беспилотников по 19 локациям. В Киеве, по данным украинских властей и прокуратуры, погибли 4 человека, пострадали 25. Среди погибших медик, приехавший помогать пострадавшим. Тем временем служба безопасности Украины подтверждает, что удар наносился именно «Орешником», даже показывает части ракеты, которые нашли в зоне поражения. Можем быть уверены только в том, что он был без ядерной части. Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. В России тоже утро не задалось, но размеры, конечно, несопоставимы. Белгородская область проснулась в блэкауте. Губернатор Гладков начал утреннее обращение с фразы, что утро совсем недоброе. По его словам, без электричества остались более 500 000 человек и почти столько же без тепла. По результатам ночного обстрела противника Белгородской области
по инженерной инфраструктуре. На сегодня на 6 часов утра у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в 6 муниципальных образованиях, без тепла. Воды и водоотведения нету почти у 200 тысяч жителей. Гладков признает, ситуация крайне непростая. Странно, это уже не перебои, это масштабная авария на фоне удара по инфраструктуре. И для сотен тысяч людей вопрос сейчас один. Сколько еще продержится регион на генераторах и теплых батареях, если снова прилетит? Трамп объявляет новую цель, фактически объявляя войну новой стране. Но это точно не Венесуэла. Он произнес это так, будто речь уже не о риторике, а о смене режима действий. И сразу подвел под это моральную базу. В интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что США переходят к наземному этапу борьбы с наркокартелями в Мексике. По его словам, картели управляют Мексикой, а Вашингтон собирается начать действовать на местах против них. Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной. Трамп связал все с наркотрафиком и насилием в США, утверждая, что картели, цитирую, каждый год убивают 250-300 тысяч человек и что наркотики разрушают семьи. Он не называл точных сроков, но добавлял, что удары начнутся очень скоро. Отдельно Трамп напомнил, что предлагал мексиканскому президенту Клаудию Шейнбаум помощь американских войск для ликвидации картелей, но получил официальный отказ. С сентября 2024 года по декабрь 2025 года число убийств сократилось на 40%. Это означает на 34 убийства в день меньше. И это самый низкий показатель с 2016 года. Это результат стратегии безопасности, которая дает результаты, и тесной координации всех структур безопасности, правосудия и правоохранительных органов, а также всех губернаторов штатов. В этой логике Трамп снова повторил формулу давления. Мы бы хотели, чтобы Мексика сделала это сама, но если она не наведет порядок, США придется что-то предпринять. Покушение на главного оппозиционера страны. Взрывное устройство прилетело прямо в затылок. В Тегусигальпе у здания Национального конгресса бросили взрывное устройство, и оно ударило депутатку Глэдис Аврору Лопес. По данным местных властей и очевидцев, жизни ее ничего не угрожает, но это уже не перепалка, а атака в самом сердце власти, возле парламента. Это происходит на фоне жесткого политического конфликта вокруг итогов выборов и требований пересчета этих выборов. Представители национальной партии публично обвиняют в атаке правящую партию, полиция ищет нападавших, но задержаний пока нет. Протесты или уже революция? Власти срочно гасят мобильную связь и интернет в столице. В разных районах страны снова идут вечерние и ночные акции. Люди кричат с балконов и на улицах «Смерть диктатору! Смерть Исламской Республике!». Звучат и лозунги в поддержку Шаха. Сообщения об этом связывают с призывом Резы Пехлеви выйти на протесты в 20:00 по местному времени. Параллельно в соцсетях пишут о колоннах, которые двигаются по ключевым магистралям, и даже о попытках идти в сторону объектов, связанных с верховным руководством страны. Но точные маршруты и цели намеренно не показывают, а независимой верификации таких деталей пока нет. На улицах тем временем слышно стрельбу. На этом фоне в стране фиксируют жесткие ограничения интернета, классический сигнал о том, что власть боится координации и масштабирования протестов на улицах. Скорее всего, оторванный от реальности верховный лидер Ирана свалил традиционно всю вину на Соединенные Штаты. Прошлой ночью в Тегеране и еще в нескольких местах появилась горстка вандалов, которые стали разрушать здания, принадлежащие их собственной стране, только чтобы угодить президенту США. Пусть он займется своей страной, если способен. В его собственной стране происходит масса всевозможных инцидентов. Военная техника на улицах белорусских городов. Ее радостно встречают местные жители, потому что это именно тот редкий случай, когда военные могут помочь. Беларусь накрыл циклон Улли, и власти выводят на улицы тяжелую технику, вплоть до бронемашин. Внутренние войска и спасатели работают в усиленном графике, и в ряде регионов вводят режимы вроде плана погода, потому что снег валит стеной, метет, а на дорогах быстро растут заносы. Минск чистят в стиле армия против сугробов. По данным местных СМИ, в городе задействованы тысячи людей и сотни единиц техники, чтобы вытаскивать машины и разгребать улицы. Европейцам это лучше не показывать, решат, что это не уборка, а учение.
Британские журналисты раскопали детали сделки, из-за которой у принца Эндрю всплыли новые вопросы по деньгам и репутации. Речь о продаже его поместья в Беркшире. В 2007 году его купил казахстанский миллиардер Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева, за 15 миллионов фунтов. Кулибаев, как сообщается, заплатил на 3 миллиона фунтов больше запрашиваемой цены и примерно на 7 миллионов фунтов больше рыночной стоимости объекта. После покупки Кулибаевым Саннин-Хилл годами стоял пустым и в итоге был снесен в 2016 году. На его месте в итоге построили новый особняк с 14 спальнями, но и он таки не был заселен. Ключевая находка расследования – источник части финансирования. По данным материалов, на которые ссылается BBC, покупка была поддержана займом от Enviro Pacific Investments, а итальянские прокуроры позже связывали поступление в эту компанию с коррупционной схемой в нефтегазовом секторе. При этом Кулибаев через юристов отрицает взяточничество и настаивает, что деньги были легальными и кредит погашен. Уголовных обвинений против него по этой линии, как подчеркивается, не предъявляли. Вопрос, который журналисты ставят ребром. А мы ставим сейчас перед вами. Могли ли Эндрю и его советники проспать красные флажки и получить выгоду от средств сомнительного происхождения, даже если сам принц, на то время Эндрю, ничего об этом не знал? А в прошлом выпуске мы рассказывали вам, что мирный процесс выходит на финишную прямую. Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности фактически готов к финализации на уровне президентов. Мы также говорили, что в Европе все жестче формулируют цену войны для Москвы. Говорили об ударе по танкеру у берегов Турции. Параллельно раскручивается гренландский вопрос. Рубио пообещал встречу с датчанами, а внутри Гренландии уже начинается раскол. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и до встречи уже завтра.